Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что скоро произойдет, поворот событий до конца апреля. Что ждет вас, а что прояснится? Давайте узнаем. И первая колода карт у нас будет 78 дверей, метафорические карты, которые наглядно демонстрируют, открыты двери или закрыты. 3 знака судьбы, 3 карты с вами достанем. Что нам хотят подсказать карты? Возможно, это те сферы жизни или обстоятельства, ситуации, в которых вам доведется принимать важные решения. И вторая половина апреля – это время решающих, если не действий, то самих по себе, как принятие вот этого решения. Потому что нет смысла, если прежде, в конце марта, в начале апреля мы могли что-то предполагать, слушали свою интуицию или где-то рассматривали разные варианты, то вот здесь как концентрация энергии происходит. И с переходом Урана из знака Зодиака Телец в Близнецы 26 апреля будут связаны вот эти метаморфозы. И это время наступает на 7 лет, мои дорогие, время, чтобы жить хорошо. Но период апреля – это не зал ожидания. Это скорее жизненная лаборатория, где вы сами исследователь и сами строгий экзаменатор. Ключевой момент – это не просто спонтанный выбор, а как будто задать себе вопрос, что остается в моей жизни после первоначального энтузиазма? Или кто со мной остается? Может быть и так. Итак, 3 знака судьбы. Первый знак, что нам подскажет карты, второй и третий. Дополним колодой Таро. И первую карту. Что же там произойдет? Может быть, это как ключевое событие. Какие вопросы вам доведется решать? Или, я бы сказала, что вас удивит? Вот что вас удивит, мои дорогие. И может быть, это конкретное, вот как событие или действо, акт какой-то, да, действительный. Что или кто появится неожиданно? Тоже, может быть, это взаимосвязаны, вот эти 2 карты. К чему приготовиться или к чему же это все идет? И что прояснится? Как изменится ваша жизнь? А может быть, это вы измените собственные планы, опять же, да? И что у нас будет продолжаться, может быть, с заходом на май месяц? Достанем еще одну карту, это как карта совет. Откроем ее в самом конце. Итак, первый знак судьбы. О чем поведают карты, какие секреты раскроют? Вот посмотрите. Вот какая-то заноза. Зачем она моим дорогим любимым девам? По 5 пентаклей недостаток всегда, да? Дверь как будто закрыта. Нет смысла что-то выжидать. Нет смысла что-то откладывать на потом. И эта дверь не откроется. Ее, может быть, откроют, но, знаете, как с какими-то условностями. Почему? Потому что нам показан человек, который уже явно, тут нам в преклонном возрасте изобразили мужчину, и он в таких одеждах, прямо скажем, не самых дорогих, но аккуратно, но с заплатками. И скамеечка какая-то хилая тут стоит, непонятный стенд с бумажками, да, весь вид недорогой амбулатории или поликлиники, как будто в принципе нам тут и находиться-то тут не нужно. Наступает время для себя, может быть, определиться, а так ли уж мне именно это нужна, эта консультация, или мне это направление, или это ожидание, с чем это связано. Давайте узнаем. В принципе, карта говорит так вот, что нужно решить финансовую какую-то тему, вопрос, и с кем-то договариваться придется. Знак судьбы. Точно? О, а посмотрите. 8 жезлов, шикарный аркан. И рядом верховная жрица. И я говорила еще до видео, это не совсем время предположений. Уже недостаточно предчувствовать, нужно четко понимать. И для нас вот энергии апреля, они не сами по себе до конца месяца, да? Это, знаете, как формируется наше будущее. Причем мы это будем в тех же энергиях где-то продолжать еще и в мае. Забегая немного вперед, скажу. Но вот мы должны определиться с будущим, чтобы понимать, что делать с прошлым. Возможно, вы что-то оставите, но, возможно, есть то, что вам придется трансформировать. С кем-то договариваться, как будто подбирать ключи. А 8 жезлов – это карта у нас
новостей, карта таких, знаете, спонтанных известий или заявлений, причем не ваших, а это то, что вы слышите, то, что вы видите. И, видимо, где-то слушать интуицию все же нужно. Анализировать вам много придется, мои дорогие девы. И, может быть, даже подбирать как ключи или разговаривать с теми персонажами, с которыми, в принципе, не очень-то и хочется встречаться. Я, кстати, такое допускаю. Что еще, как знак судьбы? И в этом, посмотрите, шикарно. В этом ваша победа. Как будто тут вы и сумеете договориться, да вы победители, буквально. Во-первых, эта карта, всегда мы говорим, помощь высших сил. Вот вы сейчас в том отрезке судьбы, когда для вас, как знаете, атмосфера, аура, ну или помощь высших сил. Вам тут действительно энергии сами по себе помогают. Эта карта еще и финансового успеха, но по 8 жезлов, вот значит, каков бы ни был в общении сложен человек. Или, может быть, а вы люди очень рациональны, вы сильные люди, и вы умеете быть прагматиком. Но, видимо, вот есть какая-то данность в вашей жизни, когда нужно принять, что да, обстоятельства поменялись. И даже если есть некоторые такие заминки или как-то задержки, или есть конкретные люди, которые, ну, вот не можем мы его вычеркнуть из нашей жизни, или какой-то жизненный этап, да, но есть вот воздействие из прошлого на ваше настоящее, но все равно идти вперед приходится, и, может быть, даже где-то придется действовать именно так, вот как раньше вы не действовали. Или когда вы где-то не предполагали, что вам, как знаете, такой поворот судьбоносный придется предпринять. Важное решение. Будьте к этому готовы. Я здесь по этой карте вижу, что для кого-то из вас это, знаете, как карта работает как бы в одном направлении. Само по себе получение денег. Для кого-то из вас откуда к вам приходят деньги. Может быть, много вопросов придется согласовывать. Я такое тоже не исключаю. Но вам как карты в руки. По сути дела, это как два козыря, мои дорогие, для того, чтобы завершить вот эту мелкую карту, 5 пентаклей. Второй знак судьбы. Но еще один старший аркан, который нам говорит умеренность, что-то вот, знаете, на уровне регламента. Как будто дверь не откроется, пока девушка не наберет воду в кувшины. И, видимо, может быть, это вам придется дождаться конкретного документа. Или когда вы уже куда-то отправили резюме, отправили запрос какой-то, да, и ждете. Кто-то визу ждет, кто-то сертификат ждет, кто что. То есть это разумное ожидание. Это не просто... Но мы вот сидим и ждем, что вернется какой-то вчера, да, то, что было когда-то. Нет, ведь этого не произойдет. Но добрые дела наспех не делаются. А еще этот аркан, пусть не в этой колоде, говорит: будь-ка ты, дева, очень внимателен, потому что здесь могут произойти не случайные случайности, которые не будут вписываться в твое понимание, в твой шаблон. Тебе придется действительно поступать так, как раньше ты не поступал и не делал. Но будут и те моменты, вот о чем нам говорит карта, еще одна пятерка. Пятерка — это всегда, знаете, как своеобразный тупик. Это подсказка к тому, что нам нужно что-то переиграть. Как нет смысла ожидать, так нет смысла и ломиться вот в эту кладку. Кто ее знает? Может быть, специально как бы заложил кто-то эту кладку, чтобы не вызывать соблазнов у всех остальных. И вообще не надо было туда строить помыслы, двигаться. Но, тем не менее, нам показывают героя, посмотрите, с таким молотом, да, и сам он такой физически крепкий. Понятно, что сейчас как размахнется, как ударит по этой кладке, она рассыпется. А карта говорит: подожди. То, что ты увидишь после, за вот этими кирпичами, тебе не дает гарантии, что тебя это обрадует. Поэтому есть регламент, будем говорить, или то, что наспех не делается. А здесь могут быть, кстати, люди по 5 жезлов, ненадежные люди. И, видимо, анализировать вам придется, потому что по 5 жезлов иногда проходят люди утром, которые нам, я грубо говорю, таким гротеском, утром пообещали, а в обед о нас уже забыли. Или к человеку пришла какая-то мысль, инсайт, новость, что-то свое, и он даже вас не уведомил. То есть мы будем надеяться на кого-то, что это будет надежный человек, а в результате это пшик какой-то получается. Что это такое еще? Пусть нам прояснят карты. Королева мечей.
Может быть, и есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Но я бы сказала, все то, что уже говорила, повторюсь, не должно быть иллюзий. Именно в этой карте нет тут закрытых дверей. Но это мы сами как будто не хотим что-то видеть, а вот предполагаем, что будет именно так. Может быть, и были к этому предпосылки. А ведь нам карты говорят: дева, будь готов, что здесь все будет меняться. И тебе придется изменить методы рационально. И, видимо, будет какой-то момент, пятерка жезлов, от чего тебе придется отказаться, а использовать или используя какой-то альтернативный метод, ты как раз и добьешься большего успеха и победы. Третий знак судьбы у кого-то может быть связан именно с инстанциями, с документами, с какими-то важными диалогами, переговорами. Ну да, вот как мы... Королева мечей – это всегда про образ Юдифи, если мы говорим о вообще значении карт в первых колодах Таро. Так вот, 13-й старший аркан, я надеюсь, все понимают правильно, это не про смерть, это про то, что что-то завершается. Мы должны что-то сами отпустить. Ну и, видимо, знать, что удерживать, а что именно отпускать. Какие-то параллели вам придется проводить неизбежно. И есть то, что вас как будто сковывает. Может быть, это даже и ожидание, что мне же пообещали, я сижу и жду. Ну, значит, откликнуться, мне не сказали нет. Ну, может быть, и да, четко не сказали, или это ожидание какое-то не должно затягиваться. И как будто, может быть, даже нет смысла вот именно пробивать вот эту брешь, потому что, ну, только потеря времени, энергии и сил. И вот у вас наступает время, кстати, обратите внимание, человек сидит на этом погосте. Из всех красок только цветы. А дверь, врата открыты. Наступает время, и оно уже наступило. Не случайно, обратите внимание, песочные часы держит человек, он как будто бы подзастрял в прошлом. С чем это связано? С какой сферой жизни? Давайте, с какой сферой жизни это связано? Ну, хоть какую-то подсказку. Тут тебе на. Карты живут своей жизнью. По верховной жрице, видимо, у каждого по-своему. У кого-то личная жизнь, у кого-то работа. Но все то, что мы с вами говорили, так все же, какую-то подсказку дайте нам карты. Карта победителя. Еще одна победа. Я не буду повторяться, много уже сказала, но, видимо, все то, что я сказала, начинается шестеркой пентаклей, а 6 по Таро – это всегда победа, но и не только по Таро. Китайская гексаграмма, 6 черточек, да? И, в принципе, вся наша активность по нумерологии, она умещается от 1 до 6. 6 всегда вершина. У вас 2 победы, мои дорогие. Но такие непростые победы. Когда, может быть, и сложные договоренности, сложные параллели. Где-то есть, куда вот идти не нужно, нужно отпустить. По-мудрому так вот, да? Причем, может быть, у кого-то из вас уйти по-английски. Поступить как-то по-своему, ничего не объясняя. Может быть, и затаиться отчасти придется. Все же верховная жрица, почему-то говорю, первая карта, это у нас была первая колода итальянского Таро «Ля Папесса». Когда-то в лоне католической церкви во главе стоял не папа, а именно была женщина. Она скрывала это под мужским платьем, и однако не помешало добиться больших высот. Да, годы ее правления, руководства были не такими долгими, 2 года и 5 месяцев, но они отмечены тем, что это была какая-то особенная справедливость. Но она скрывала. Вот и вам явно есть то, что вам есть смысл скрывать. Или быть где-то не открытой книгой для окружающих – это знак судьбы, мои дорогие, а закрытой книгой. Значит, может быть, есть какой-то момент, когда небезопасно, меня смотрят люди из разных стран, или когда вы можете себе навредить, вот когда о вас все знают, да, или с вашего лица могут считывать, как стоят открытые книги, все ваши эмоции, все ваши мысли. Вот будьте даже где-то к собственному имиджу внимательны. Может быть, вам и придется такую непростую, но вашу игру, есть ради чего 2 победы, именно проводить до конца апреля, а я бы сказала, и на последующий период. На последующее это точно. По умеренности вам, как свои позиции, нужно сохранять. И тогда вот эта победа, она тогда и победу нужно сохранять. Как будто ты не успокоишься. Шаг за шагом вы будете что-то предпринимать и действовать, может быть, до конца 2026 года.
совсем не так, как вы это предполагали прежде. Будьте к этому готовы. Вот такая перестройка происходит у вас. Но у вас, как миссия у вас заложена, вот прямо так. Ладно, так что же там произойдет? Что удивит девы? Все то, что я сказала. Это, знаете, как пороговое значение, когда порог между прошлым и будущим. Перешагнуть мы должны, не оглядываясь назад. Можно сказать, что произойдет. Все то, что происходит вокруг вас. Вам это придется учитывать. Обстановку. Может быть, буквально все-таки 20-й старший аркан суд. Имеется в виду, может быть, и вот этот регламент, или у кого-то буква закона. Может быть, важные документы, которые должны быть составлены тоже с буквой закона. Но есть у нас колода «Колесо года». Там эта карта называется «Дорога к свету». И с учетом всего того, что выпало, что произойдет. Вот, видимо, так развиваются вокруг вас события. Вот вас выводят к какому-то свету от бесплодного ожидания, от каких-то тупиков, куда не нужно стремиться, или от ненадежных людей. Вы очень многое переосмыслите, мои дорогие. И все то, что происходит в обстановке, именно которая вас окружает, это на вас будет накладывать определенное, ну, может быть, как ваше важное решение. И когда вы это решение будете корректировать не раз, как и до конца апреля, так и, может быть, с учетом захода на май, я такое могу предположить. Поэтому где-то настройтесь на более такую дистанцию, как минимум не на полмесяца, а на 1,5, я бы сказала так. Что или кто появится для девы неожиданно? Радость. Какое-то доброе известие, человек, который вас вдохновляет, или, может быть, проект, который вас вдохновляет, сама по себе радость. Но эта карта не гарантирует, что эта радость будет там на года. Нет. Все же это, знаете, это может быть и человек. Для кого-то из вас важная встреча. Может быть, встреча с человеком, все-таки кубки, новое знакомство. У кого-то может быть и так. Почему нет? Особенно для тех, кто один или одна. И, может быть, нужно закончить сольный вариант и период ожидания. Вас может вдохновить какой-то человек именно потому, что он мыслит по-другому. Или это тот человек, который занимается, может быть, даже творчеством. Возможно, вы с кем-то будете совместный проект продумывать. Или просто это ваш личный проект, но есть какая-то составляющая или пункт, знаете как, точка нового отсчета. Вот она у вас будет. Но я могу сказать, что, возможно, это будет связано и с конкретным человеком. А с чем это связано? Давайте достанем еще одну карту. Тут больше ваше решение, когда вам что-то будет интересно, а что-то нет смысла. Отгорело, отболело. Я ухожу. Может быть, это сложный выбор. Ведь по этой карте мы ищем выход из создавшегося положения. И мы его находим. Но уходим налегке. Есть те кубки, которые перевернуты, есть те, которые еще как будто наполненные. Человек даже не оборачивается. Нет смысла. Уже наступает время просто идти вперед. Дорога к свету. Следующая наша карта, к чему приготовиться или к чему все идет до конца апреля. Королева жезлов. Может быть, и есть конкретная персона, которая рождена под знаком зодиака стихии огня. Это у нас знаки зодиака Овен, Лев, Стрелец или человек, имеющий там асцендент. Может быть, это какое-то взаимодействие, к чему все идет. Может быть, это знакомство. У кого-то это контакт по бизнесу, по работе. И значит, тут будут... Вот, кстати, королева жезлов тоже умеет хранить молчание, она умеет хранить тайну. И это карта сильного человека и того человека, который... ну, правильно работает с информацией, правильно распоряжается деньгами. Может быть, это где-то, к чему все идет, это вам понадобятся точно такие же энергии. Но это может быть взаимное сотрудничество тоже вот с какой-то подобной персоной. Но жезлы, дела, работа, бизнес, поэтому тут вот и может быть и решение какое-то нестандартное по части вашей работы, это вы сами. Какое-то взаимодействие, сотрудничество. Я вижу определенно. И это будет, скорее всего, касаться денег и работы. Может быть, это вы, как внутренний огонь, да, или внутреннее желание что-то осуществить. Будете
ну, рассматривать через варианты или через какие-то разные тезис-планы. Попробовав одно, второе, третье, вот через практику вы можете понимать, что есть смысл продолжать. Вот я такое тоже не исключаю. Но все же у нас король Пентаклей, великий консерватор. Может быть, недостаток вот именно вдохновения. Вы тоже где-то можете испытывать. Или какая-то волна конкретных вопросов вас может так закружить, что уже и до вдохновения попросту ни сил, ни времени не останется. Но, видимо, есть к чему стремиться. Вы в любом случае стабилизируете какую-то обстановку. Как и по финансам, я так вижу, так и по работе. Вы чем-то остаетесь довольны, мои дорогие. Вот это точно. Ну и, может быть, все события, которые происходят до конца апреля, для вас складывают вот более такое, как стабильный фарватер, по которому вы будете двигаться до конца 2026 года. Как изменится ваша жизнь или что прояснится? Прояснятся законы, прояснятся сами по себе некоторые персоны. Вам все же с учетом рыцаря мечей иногда это может говорить о человеке, который буквально врывается в нашу жизнь без приглашения. Есть такое значение, пусть не в этой колоде, бунтарь без причины. Вы можете столкнуться с таким человеком, но это тот человек все равно, пусть он в не самой приемлемой форме, потому что это может быть какое-то жесткое заявление или характер, да, человека такой, так-то, может быть, нет, вот я такое тоже допускаю. Но рациональное зерно в том, что он говорит, определенно есть. Мы ищем правду, истину, и мы ее находим, мои дорогие. Поэтому вы и сами можете тут поиском заниматься, мы уже где-то говорили, потому что у вас выбор стоит на кону. И может быть вот какая-то конкретная данность. Да, желаний у нас много, но вы именно в данный период времени здесь будет важно только то, что может быть для вас прогрессом. И вам, возможно, придется куда-то быстро собраться и поехать, изменить свои планы, изменить где-то даже ваши взгляды. Я не говорю, что прямо кардинально ваше мировоззрение тут изменится. Нет, по этой карте, конечно, нет. Но всегда есть некоторые пункты, условности, когда нам приходится именно в этих каких-то условиях или условностях жить или выстраивать свое благополучие. По крайней мере, будьте к этому готовы. Но то, что прояснится, потому что это карта и интеллекта, и быстрой информации, но точно так же и быстрых перемещений. Это по поводу чего? Опять победа, мои дорогие девы. Вы посмотрите, вот в моем раскладе, когда совпадают одинаковые карты в разных колодах, а расклад один, карта победителя. И вот все то, что я сказала, пусть это поначалу не очень так лицеприятно звучало, и, кстати, тут может быть даже, знаете, если вы занимаете ведущий пост, ну или руководитель даже небольшого какого-то отдела, звена, неожиданное появление проверяющих, какие-то визитеры по рыцарю мечей бывают, но ваша победа. Тут есть ради чего стараться и, может быть, обходить острые углы или находить какой-то компромисс. Тут и проясняется, и для вас вот действительно, как ваше положение укрепляется. Что будет продолжено в мае? Король кубков часто свидетельствует о наших близких, поэтому я тут больше вижу, пусть у нас король, но по полу карту мы не рассматриваем, очень добрая карта, которая будет говорить именно, что за вас кто-то переживает, болеет или сопереживает, да, желает вам добра. С другой стороны, и вам эта карта говорит, что будет продолжаться. Придется где-то, дева, быть или как разрываться между двух огней. Какие это огни? Это любовь, это верность, это чувство. А с другой стороны, это вот консерватизм и деньги. Всегда эта карта, король кубков, у нас изображен как на каком-то пьедестале, троне. То есть материальная основа. Даже если вокруг как будто волны бушуют, моря и океаны. Но, видимо, без вот этого базиса материального на лад дело не пойдет. Но кубок держит король. Да, он не предназначен всем подряд. Он только самым любимым, самым надежным, самым верным. Но вот, видимо, карта говорит отчасти: не добавляй, может быть, вот этого прагматизма сухого в свои взаимоотношения.
потому что король кубков умеет принимать любовь и дарить любовь. Но точно так же не добавляй эмоции в какие-то конкретные решения, чтобы жизнь не была запутанной. Поэтому вот эти две сферы жизни вам придется держать в балансе. Карта совет. Опять пятерка пентаклей. Еще раз повторяется карта. Ваша задача правильно договориться и выйти из какого-то финансового тупика. Или пусть тупика как такового нет, но может быть вам нужно ряд согласований провести. Может быть для кого-то из вас, может это даже отчет какой-то финансовый. Для кого-то вопросы дома. Иногда тоже мы можем свести, я имею в виду недвижимости, да, или место проживания, пребывания, как и откуда приходят деньги, так и все то, что мы называем материальными благами. Поэтому, видимо, вот эти два направления, где-то это тоже все то, что я сказала по королю кубков. Есть прагматика, есть материализм. Но есть и те вопросы, когда попросту дипломатом вам быть придется. Но оно того стоит, потому что у вас столько карт победителя. Посмотрите, 3 карты победы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые душевные комментарии, за вашу помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки оставляю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.